Всем здорово, народ! Мои новогодние каникулы подошли к концу, поэтому сегодня я подготовил для вас каточки 1x1, которые я бегал в гибрид ДКшники. Но бегал их не просто так, а, как вы уже догадались, в очень слабеньком гире, практически минимальном. Гир моего ДК сейчас 263, это для X5 сервера вообще ни о чем. Тут бегают все минимум, там, я не знаю, 279, у кого-то еще больше. Поэтому, да, посмотрим на эти каточки. По поводу гайда на гибрид ДК можете посмотреть мой видос, первая ссылка в описании. Там я подробно разбираю билдачок, объясняю, что для чего берется, какие статы качать. Там, в общем, полноценный такой гайд имеется. Переходите, знакомьтесь с контентом. Ну а мы начинаем видос. Погнали смотреть. И первая же каточка против мага. Феррера Роше против нас созвездие Воука. Это люди, соответственно, у него расовая ПВПшная активка, это, по сути, тринкет. В общем, он может стан задиспелить. Поэтому мы это имеем в виду, помним постоянно и от этого отыгрываем. Кстати, это Fire маг, а не Фростыч, что интересно. Но вот на Анхолике было бы максимально неприятно играть против мага, особенно против Фроста. Но поскольку мы гибрид, я могу себя чувствовать более-менее вальяжно. Здесь, короче... Очень мне неприятно то, что нету у питомца команды подойти в указанную точку. Вот на 3.3.5 этой команды тупо нет. На следующих аддонах ты можешь питомцу своему сказать, ну вот, подойди-ка вот сюда. Тыкаешь просто указателем мыши по ландшафту, и он бежит в ту точку, куда ты ему тыкнул. Удобно, приятно, ничего сложного. На 3.3.5 такой кнопки нет. Есть только кнопка, остановиться, стоять на месте, что довольно странно. То есть остановиться ты ему приказать можешь, а подойти куда-то не можешь. Вот и думайте. Из-за этого... Живая бомба прокатилась сначала по моему пэту, потом по мне, и вот так вот она попрыгала, нанесла лишний дэмэдж, и, в общем, заставил меня, Фаермаг, съесть своего пэта через смертельный союз. Но вот у меня откатилась зеленка, я понимаю, что можно было бы в мага упороться, что я и сделал, выбил из него единственную глыбу, да, насколько я понимаю. У Фроста же глыба только одна, вроде бы только одна глыба имеется. И, по сути, все, что мне остается, это пережить 30 секунд, что я сделаю совершенно спокойно, поскольку у меня есть все мои сейвы, и потом под зеленку, опять же, упороться в мага, можно его пробить. Тут я стану. Он нажимает как раз-таки свой тринкет, скорее всего, расовую активку. Может быть, нажал и тринкет, который у него ПВПшный. Судя по кулдауну, скорее всего, ПВПшный нажал. Ну и здесь я уже в него упарываюсь, поскольку на нем висела моя кровавая метка. Он меня не бил, не дамажил, а наоборот только хилил. Кидает в меня дизарм, но, к сожалению, для мага это не спасительный плей. Тут мы его уже спокойно добиваем. Плюс зеленка была в откате. Победная котеечка, соответственно, против Фаермага. А вот вторая катка так радостно нас не встретила. Против нас инвизер. Ну и в чем тут суета? Смотри, если против нас играет разбойник, и он за свой бурст может нам снести пол хп, то есть 50% хп или больше, то, по сути, победить не особо у нас получится, поскольку мы не можем тратить тринкеты на первый стан разбойника. То есть, когда он по нам кидает чипшот, потом, если он под нам кидает кидней, мы это все терпеливо должны стоять, ждать и пытаться вытанковывать. Потому что если мы тринканем, то все, сразу в нас летит блайнд, и потом через повторные заезды он нас забивает. Но, к сожалению, мы этого не увидим, поскольку против нас играет баланс-друид. Чисто совух. Что это у меня за созвездие, кстати, такое интересное? Отсюда непонятно, забыл прочекать. Ладно, против нас баланс-друид совух. В общем, в чем тут суть? Он нас может очень больно бурстануть, если нажмет свой звездопад, поэтому вы всегда должны иметь в виду, отслеживать кулдаун его вот этой кнопкой, самой больной его кнопочки. В идеале, конечно же, иметь зеленку на его звездопад. Но если зеленки нет, нужно лосать, просто убегать за препятствия и так далее, и так далее. Но здесь я решил с ним подраться. Чисто на мужика его решил взять, так, знаете, на яйца. Показать ему, что я перехилю его звездопад, соответственно, это и произошло. Звездопад я перехилил, а если бы я при этом нажал зеленку, то у меня было бы 1 000 000 сил рун, потому что весь дэмэдж магический, который в зеленку прилетает, он конвертируется в силу рун. У ДКшника знаем, помним, такую вот фишку имеем. И, в общем, получилось неплохо это пробить, на самом деле. Тигры не сказать, потому что никнейм у него тигры. Тигров, в общем, мы пробили. И, по сути, сейчас нужно подождать отката усиления рунического оружия, и тогда мы прям точно сможем его заберстить, я думаю. Но вот у гибрида еще проблема именно с бурстовым уроном. Его тупо нет. Единственный ваш бурстовой урон — это взрыв питомца. Поэтому быстро каточки не заканчиваются, а против классов, которые могут сами себя хилить, это главный минус гибридыча. Вот я его буду сейчас колупать. Я всасываюсь в него как жук, как лещ, просто я на него насел. Это мы можем видеть. Просто с него не слажу. Не планирую здесь убегать вообще, потому что он пока что меня не напрягает. Вот, звездопад идет, я нажимаю зеленку и все, смотри. Просто могу сейчас кайлами спамить, что я и делаю. У меня просто за один тик его звездопада регенится 40 сил рун, которые не хватает как раз-таки, которую я трачу на койл. В общем, идеальная синергия. Бесконечный вечный двигатель. Бесконечно вечный.
Ну и вот, бурстового урона нету, и поэтому классы могут просто бегать, хилиться, а мы их никак не пробьем. И в этом главный минус Гибридыча, из-за чего я не очень люблю за него играть. Но имеем то, что имеем. И поэтому для нас единственный такой выход — это прям максимально жестко его прессинговать. Просто не слазим с него, постоянно его колупаем помаленечку, потихонечку. Болезни жрут, питомец клюет, мы его тычками клюем. Сами вампиримся постоянно через удар смерти и так далее, и так далее. И вот от такого прессинга многие могут потеряться, как-то не сориентироваться, не знать, что делать. И, может быть, тупо банально надоесть. Противника может тупо, банально надоесть, то, что мы их грызем так вот постоянно. Ну, неприятное же ощущение, когда тебя потихонечку, по кусочку, знаете, такие увечья наносят, как самураи. 1000 маленьких порезов делаем Гибридычем, и все. И противники могут сдуться от этого. А могут и не сдуться, но на самом-то деле, не знаю. Если чувачок опытный, то не сдуется. В этом плане мне Blood ДК через танцующее руническое оружие, через удар в сердце. Как там он называется, да? Удар в сердце вроде бы, да. Нравится гораздо больше, потому что есть бурст. Но, тем не менее, Друидыч был повержен, пацаны. Тем не менее, Друидыч был повержен. Я думаю, в Бладе пробил бы его гораздо быстрее, но, в общем, и так получилось выиграть. А грех жаловаться. Выиграли, да выиграли. Еще один бой Дэнди на войне. Из Дота ушел, пришел на Воу. Не буду говорить, какой. Мне не заплатили за рекламу. Ждем рекламных контрактов, потом будем гордо провозглашать легендарный сервачок. Главное, чтобы вурдалак не забагался, а там как пойдет. Ну, в общем, чувачок максимально какой-то потерянный. Видимо, новичок. Ну да, видимо, новичок на Дэнди. С другой стороны, с него взятки гладкие, как бы. На войне победить ДК практически невозможно, тем более уж гибрида. Не, гибрида забудьте, вы никогда на войне не победите, только если у вас не овергир какой-то, там прям очень мощный. Где вы просто можете шотнуть за 2 тычки, за 2 там крита каких-нибудь. Да. Если вот такой у вас опции не имеется, то победы, скорее всего, вам не видать. Тем не менее, Дэнди отправляется в таверну. Не пошло у него в Вове, но это новичок. Еще котеечка. Гидроруз. ХПП. Или там XPP. Хрен его знает, хрен его разберешь. В общем, охотник. Охотники неприятные противнички, конечно, максимально. Самое неприятное, знаете, что мне не нравится? Это то, что они могут нас зарутать сквозь нашу зеленку. У охотника же имеется трапа какая-то, которая рутает. Или что он там накидывает, чтобы руты, соответственно, в противника попали. И вот, казалось бы, да, негативный магический эффект вроде, но, видимо, он не магический, потому что зеленка этот эффект не сжирает. Здесь я, кстати, совершил ошибку. Видите, как я очень небрежно на него вышел. Мне нужно было либо зеленку прожать и вот так вот выходить, либо уж тогда вообще не выходить на ханта, просто нельзя позволять ему вас стрелять бесплатно. Но, с другой стороны, хантыч бесплатно дает на своего питомца. И это для него была критическая. Все. Когда пэта у ханта нет, можно спокойно идти с ним махаться. Обычно они так не поступают. Обычно не очень любят своих питомцев, не хотят их отдавать на произвол судьбы противничкам на убийство. Но он только не этот охотник. Он как-то решил, не знаю, пожертвовать своим пэтом, ради чего непонятно. Решил внести в меня дополнительный дэмэдж, видимо, хотя просто он мог нажать одну кнопочку, типа питомцу приказать на бездействие, поставить его и приказать пэту к нему подойти в упор. И все, я бы его никак уже не догнал, не убил бы и так далее. Ну вот, имеем то, что имеем, опять же. Первый раз выбили из него сейф. Хочется выбить еще один. Убиваем еще один сейф, но у меня все имеется. У меня имеется, во-первых, стойка льда, через которую меня хрен пробьет, плюс у меня имеется захват рун, который скоро откдэшится. Ну и, конечно же, смертельный союз, который позволяет мне стать фуловым. Все, встает в ВК охотник, понимает, что дальше он меня вывезет. Победа за нами. Ну и напоследок я подготовил для вас просто битву титанов. Бурайчо. Вот у чела, короче, созвездие Феникса. То, что приятно для ДК, как и у меня созвездие Феникса. При этом у него билд абсолютно идентичен моему билду, тупо такой же. Но вот шмот у него, конечно, выше моего. Сейчас я вам приложу скриншотики. Пацан такой максимально заряженный. Всякие чарки имеются туда-сюда. Ну, короче, ровный поц. Ровный поц. С правильным билдачком играет. И, соответственно, поскольку шмот у него выше, будет очень тяжело с ним махаться. Не знаю, получится или не получится. Но вот преимущество по шмоту, конечно, никак уже не обойти. Если чел сильно не ошибется, то мы его никак не пробьем. И вот в чем проблемка, опять же, конкретно гибрид ДК. Если бы я был за какого-нибудь Блада или за Анхолика, я мог поймать его чисто в теории на ошибке, как-то быстренько заберстить, если бы он потратил свои сейвы в никуда, да? И это был мой win-condition. То есть через мой бёрст я мог его как-то быстренько подпробить, поймав его на ошибке. На гибрид ДК так сделать, ну, невозможно просто. Ну, каким образом я должен его заберстить? Смотри, давай идеальный сценарий делаем, что вот Бурайчо
не нажимает зеленку, не нажимает незыблемость льда и не нажимает стойку льда. Вот вообще, да, он не клацает свои сейвы. При этом я бы нажал в него, допустим, все там свои штучки, заразил бы его 2 болезнями, накинул бы на него стан пэтом, взорвал бы пэта, потом прожал бы усиление рунического оружия, вмочил в него кайлов максимально много и так далее, я бы все равно его не пробил бы. Но у него осталось бы хп, там, я не знаю, 40%. И чё? Он бы потом просто пару раз нажал удар смерти и захилился бы. И в этом проблема, опять же, Гибридыча. Потому что здесь поймать его на ошибки и заберстить, ну, просто тупо нельзя. Этот бой быстро не закончится. А чем дольше длится бой, тем хуже для меня, поскольку у чела шмот выше, и тупо его одна кнопка дамажит меня больнее, его одна кнопка хилит его сильнее, ну и так далее, и так далее. Думаю, объяснять дальше не нужно. Поэтому тяжелый бой будет. Ну, он и есть тяжелый, и будет тяжелый. В общем, тут как-то прям максимально душно все будет происходить. Посмотрим, что получится по итогу. Здесь я хотел съесть своего пэта, чтобы он от него не подхилился, но из-за того, что он был слишком далеко, как-то не получилось мне это сделать. Вроде бы я должен был мочь съесть пэта, вроде бы даже клацал, но почему-то пэт не съелся. Вот, думайте. И грипнуть к себе хотел этого чувачка. Но то, что спылы не пролетают через тот заборчик, это вроде бы более-менее логично и понятно. А вот пэта я действительно не мог съесть? Или это у меня как-то что-то кнопка не нажималась? Вот тут и думай. Что-то я забыл. Если помните, пацаны, напишите. В союзников же тоже, наверное, нельзя, да? Снизу ступенек нажимать какие-то кнопки, если союзник стоит сверху ступенек. Ну, в данном случае я не смог съесть пэта, видимо, из-за этого, потому что сквозь заборчик снизу вверх кнопки не летят. Да и сверху вниз вроде тоже. Если на заборчик запрыгнуть, тогда работает, да. Но если ты стоишь за заборчиком, то, по идее, ты не видишь таргет, он как будто бы за стеной находится. Здесь как-то решил упороться в его пэта немножко, просто подпробить его. Хотя, по сути, это действие, ну, бесполезное на самом-то деле. Убивать питомца вообще нет никакого резона. Но мне просто было весело. Такой, ладно, сломаю лицо твоему питомцу, почему бы и нет. Такая вот ситуация. Подстанил, взрыв питомцем нажал, взорвал, дэмэдж нанес. Вот у него, смотри, 68% хп. Мой бурст закончился, по сути, все. Больше я никак его особо пробить не могу. Накинул релик на антищит, грипнул его под мою смерть и разложение. В общем, попытался максимально продамажить, да? И все, что у меня получилось сделать, это вот на 50% хп его просадить. А все, у меня ресты закончились. Как я дальше его пробивать буду? Даже в теории это невозможно никак сделать, потому что он, говорю, подойдет ко мне один раз, нажмет от меня удар смерти, у него станет 70% хп, нажмет захват рун, то, что он и сделал, вот, зарегенил себе еще 15% хп, все, не пробить. Тупо unbelievable. Тупо unbelievable. Но мы не сдаемся, мы играем до конечной. Накинул, значит, болезнь на его пэта, потом через мор перекинул болезнь на Бурайчо, на самого. Ну, как-то продолжаю, пытаюсь с ним тут огрызаться на него, знаешь. Накинул на него, соответственно, кровавую метку, чтобы подхилил он меня. В это время клацнул стойку нечестивости, потому что, ну, нет смысла мне бегать в стойке льда, если он и так меня захилит меткой. Потому что пацанчик во время метки, ну, вообще не отслеживает ее как-то. Продолжает меня бить, даже под меткой. И вот смотри, это самый пиковый момент. 40% хп у него осталось. По-моему, ниже я его не просажу здесь. Ну вот, он просто съедает пэта и регенит себе очень много процентов. По-моему, там около 40 было, да? Ну и все. Он даже не нажимает зону антимагии, он не нажимает особо лужу, вроде бы, поскольку, ну, как-то что-то я не заметил, что лужа от него была. Вроде бы лужи от него не было и так далее. В общем, он на самом-то деле много чем не пользуется, но, к сожалению, для меня это вообще никак не влияет на исход данного боя, потому что, ну, не пользуется, да и не пользуется, ну и чё? Как я его убивать-то буду? Эх, Бурайчо! Как же долго мы с тобой бились. Здесь просто грипнул к пэта, решил его опять же задотать, пофармить немножко силы рун, вот так вот повампириться об него. Если Бурайчо убегает далеко и оставляет только своего питомца, не ошибка нажать в пэта кнопки, очевидно. Я не планировал здесь пэта убивать. Я просто, опять же, решил пофармить силу рун, похилиться от питомца и так далее. Все, когда Бурайчо убегает, видите, я переключаюсь на его пэта. Просто, опять же, кнопочки в него понажимать. Ну вот, койл я, конечно, зря кинул в питомца, но допустим. Можно было и не кидать бы койл. И поскольку он слишком сильно уж не контролит своего пэта, я понимаю, что можно его здесь именно убить. Но поскольку он тупо его не контролил, не возвращал, я такой думаю, ну ладно, хорошо, бесплатно просто съел ему пэта. Когда бесплатно это происходит, то можно делать совершенно спокойно. Если во время файта это происходит, когда он тебя в это время бьет, лучше питомца, конечно же, не трогать. В этом просто смысла тупо нет. Пытаюсь бегать, пытаюсь хилиться. Опять же, дерусь с ним под стойкой льда.
Если нажимаю какой-то сейв, переключаюсь на стойку нечестивости. Без сейва на стойку нечестивости не переключаюсь, потому что лицо очень быстро у меня в это время улетит. Здесь клацнул зеленку, пытаюсь от него убежать, пока он сам под своей зеленкой. Параллельно куснув его один разочек ударом в сердце, ударом смерти, чтобы подхилиться. Ну и вот он, короче, практически фуловый. Был, по крайней мере, да? А у меня уже проблемы с хпшками имеются. Да, конечно, стоит подождать буквально 30 секунд, и у меня будет захват рун, у меня будет смертельный союз и так далее, и так далее. Но что-то больновато мне, да? Что-то больновато, пацаны. Походу не доживу. Надо клацать усиление рунического оружия и вампириться пытаться, но оп, попал, хорошо. Оп, парирование. Оп, попал. 5 секунд. Выживем, нет? Зеленка откидывается, нажимаю. Нет. Вот такая вот суета, народ. Все-таки не потянул я бой с Бура, еще массой задавил чисто жиром. Но мы сражались как лев. В общем, всем спасибо за просмотр, народ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите другие видосы. Всем удачи, всем прогрессив PvP, всем пока.